Более 20 лет подряд перед поступлением денег в семью я чувствую зуд в левой ладони. Как говорится, рука к деньгам чешется. Эти ощущения бывают слабее или сильнее в зависимости от получаемых сумм. Подобные ощущения также испытывает моя жена. Если бы эти события не происходили столь регулярно, то можно было бы предположить, что это случайность. Но регулярность событий подталкивает к поиску механизмов возникновения таких сигналов. Давайте искать вместе. Предположим, что каждое событие, происходящее во Вселенной, имеет определенный информационный след. Этот след распространяется в пространстве примерно так, как распространяются радиоволны. При каждом событии возникает какой-то информационный всплеск и спускается в волны. Возможно, левая рука служит приемником этих волн, а возможно какой-то другой орган, а уже оттуда ощущение зуда поступает в руку. Как мы ранее предположили, каждое событие оставляет свой информационный след во Вселенной. Причем эти следы не исчезают, а где-то записываются. Не исключено, что время расслаивается по каждому своему моменту, то есть в настоящий момент на одном слое имеется твое вчера, на другом слое твое завтра и так далее до бесконечности. Для конкретного человека время необратимо, но в рамках Вселенной все отрезки времени существуют одномоментно, лишь на разных уровнях. Это как слоеный пирог с бесконечным числом слоев. И вот, очевидно, существуют люди, способные мысленно перескакивать с одного слоя времени на другой и считывать прошлое или будущее события. Таких людей называют предсказателями или медиумами. Но проникновение в прошлое и будущее не ограничивается одними предсказаниями. Также возможно влиять на прошлое или будущее. Например, сильное желание может проникать в соседние слои времени и перепрограммировать будущее события. Поскольку сильная мысль – это сгусток информации, имеющий определенную энергию, то при достаточном потенциале он может изменять события во временных слоях. Как я говорил в предыдущем видео, мысль может инициировать перестройку структур мироздания, вплоть до рождения новых миров. Это звучит странно и происходит как по волшебству. Но если учесть, что наш видимый мир иллюзорен, он в большей степени плод нашего воображения, то для перестройки событий не нужны огромные энергии. Не исключено, что весь окружающий нас мир, кажущийся нам физическим, является миром информационным, а мы его воспринимаем как материальный. То есть частицы мироздания являются не физическими, а информационными частицами. Содержащиеся в них данные поступают в наши органы чувств и, трансформируясь в мозге, вызывают у нас картины материального мира, который, как мы уже знаем из предыдущего видео, является иллюзией. Таким образом, в наше сознание приходит информация и воплощается там в иллюзорную реальность, которую мы называем материей. А на самом деле существует лишь поток информационных частиц. В зависимости от того, какая именно мысленная информация поступает в чье-то конкретное сознание, такая картина и отображается в сознании определенного субъекта, видимая как воплощенный материальный мир. Итак, можно сделать вывод, что материя представляет собой разные виды информации, а информация и материя по сути есть одно и то же. Скажем, пришла какая-то информация в наше сознание и создался иллюзорный образ, воспринимаемый нами как реальный, но сущность этого образа есть передача определенного объема информации. Исходя из этого, можно предположить, что сознанием или мыслью можно создавать определенные события и даже весь окружающий мир. Получается, что мысль и сознание являются своеобразными кирпичиками, из которых строится мироздание. Если принять такие рассуждения за основу, то легко объясняются все наши предвидения и сигналы о происходящих в данный момент событиях. То есть любое событие является информационным всплеском, распространяясь в созданном сознанием Творца иллюзорном мире, в котором мы живем. Этот информационный всплеск воспринимается нами через определенные органы чувств как сигнал о чем-либо. Например, зачесалась ладонь. Или в нашем сознании всплывают образы, говорящие нам о каком-то предстоящем событии. Поскольку все события имеют информационную природу, то получается, что запись об этих событиях или запись о структурах, кажущихся материальными, всегда находится во всемирном информационном поле. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы получаем сигналы о событиях, которые расположены далеко от нас или близко. У кого-то из нас есть способность воспринимать такие сигналы, а у кого-то она отсутствует. Это зависит от свойств органов чувств разных субъектов. Как мы знаем, разные животные видят и слышат в различных частотных спектрах и воспринимают мир по-своему. Все мы разные, поэтому мы не можем отрицать возможности восприятия кем-то информации о настоящих, прошлых и будущих событиях.
То есть особо чувствительные люди наделены особыми органами чувств, которые ученые еще не обнаружили. Они имеют способность воспринимать такую информацию, видеть и знать то, чего не могут видеть другие люди. А ранее описанные информационные свойства окружающего мира вполне позволяют делать довольно точные предсказания. На этом все. До новых встреч.